Трамп дал Путину 3 дня на прекращение огня в Украине. Министры объединились против президента, а Европа просит США нанести крупномасштабный удар по РФ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия сменила тактику и отказалась от поставленной цели. Официальный представитель Кремля указал на ошибку Путина. Громкое заявление. США ставят России новый ультиматум. Трамп меняет приоритеты и выбирает сторону, пока Украина пытается выиграть время. Детали подписанного документа. Новый раунд переговоров о мире уже назначен. Зачем из Кремля срочно звонили в Казахстан и как ФСБ предотвратила срыв переговоров? Обзор важных событий. Всем привет, друзья! Буду рада вашей поддержке, лайкам, репостам и подписке. Вы сами знаете, как для нас это важно. Оставляйте свои комментарии и спасибо за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаю. Армия Путина продолжает террор мирного населения Украины. Рано утром Россия ударила по Харькову 3 баллистическими ракетами «Искандер». Мишенью оккупантов стал густонаселенный район города, где находится много многоэтажек. Кроме жилых домов, повреждения получили легковые автомобили и учебные заведения. По предварительной информации, удары по Харькову наносились баллистическими ракетами с кассетным наполнением. Именно поэтому площадь поражения очень большая. Одна из ракет, выпущенных российскими военными, взорвалась в воздухе прямо у окон жилой 16-етажки. Під час огляду вже встановлено, що підрив ракети відбувся в воздусі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів. На момент записи ролика известно об одном погибшем. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Среди них 6 детей. В преддверии Пасхи 3 российских беспилотника ударили по объекту промышленности, на котором изготавливали хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе Пасхи в Суммах. Повторной атаке также подвергся Днепр. В результате обстрела поврежден фитнес-центр, отель и офис. Телеграм-канал UA War Infographics подсчитал, что после начала так называемого энергетического перемирия с Россией число воздушных тревог упало лишь на 5%. РФ продолжила ежедневные атаки по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Почти за 3 недели было нанесено около 2000 ударов по Украине. С 25 марта Россия выпустила 1849 дронов «Камикадзе», 34 ракеты, включая массированные удары по Днепру, Харькову, Кривому Рогу, Суммам и снова по Харькову сегодня утром. По сути, армия России не прекратила бить по городам, а сменила тактику. Меньше массированных атак, больше точечных ударов ночью и в утренние часы, когда мирные граждане дома. За громкими заявлениями о перемирии скрывается новая фаза войны, где РФ делает ставку на изматывание украинцев. Россия сдалась и публично отказалась от перемирия. Прекращение огня нереалистично на данном этапе. Такое заявление сделал постпред РФ в ООН Василий Небензя. Правда, в своем стиле, обвинив Украину в нарушении моратория на удары по энергетике. Россия с первого дня строго соблюдала условия этого понимания, чего нельзя было сказать об Украине. С момента вступления моратория в силу 18 марта вооруженные силы Украины нанесли более 120 ударов. В любом случае, у России осталось 3 дня до дедлайна, поставленного Трампом. Президент США заявил, что ждет от Российской Федерации решения о прекращении войны в Украине уже на этой неделе. Во время встречи с премьер-министром Италии Джорджо Мелони американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что пытается остановить Путина. Я много говорил об этом с президентом Путиным. Он ни за что бы не пошел на это, если бы я был президентом. Сейчас я пытаюсь его остановить, потому что, как вы знаете, Россия намного больше. Это большая военная сила. На этой же встрече Трамп заявил, что украинский президент не ответственен за войну в Украине. Напомню, что буквально на днях Трамп нашел виновных в начале войны. Одним из них оказался Владимир Зеленский. Масштабный штурм на скорости. Россия предприняла вторую за 2 дня попытку массированной мотоциклетной атаки. На этот раз войска РФ атаковали на Покровском направлении, в районе Миролюбовки, Елизаветовки и Тарасовки. Враг бросил в бой большое количество техники. На этот раз большинство составляли боевые бронированные машины и мотоциклы, а также около 2 рот живой силы.
По словам Пивненко, всего было задействовано около сотни мотоциклов и 21 единица бронетехники. Потери оккупантов составили более 240 человек. Мониторинговый канал Deep State сообщает, что штурм был успешно отбит, а большая часть техники предварительно была уничтожена. В Украине говорят, что подобные атаки с целью быстро продвинуться и закрепиться становятся опасной тенденцией и могут указывать на подготовку более масштабных наступательных действий на протяжении не только весны, но и всего лета. Украина выигрывает время. Американская сторона стала на шаг ближе к украинским недрам, подписав с украинской стороной меморандум о ресурсной сделке. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Сегодня мы сделали шаг навстречу к совместному США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, который подтверждает конструктивную совместную работу наших команд и намерение завершить и заключить соглашение, выгодное для наших народов. Важно, что своими договоренностями мы подтверждаем стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Подписание проходило в онлайн-формате. Текст сделки еще дорабатывается. Затем соглашение должно быть ратифицировано парламентами. Также Свириденко заявила, что украинская сторона готовит создание фонда инвестиций в восстановление Украины. Украинский Кабмин уже обнародовал текст меморандума. В нем говорится, что 21 апреля премьер-министр Украины встретится в Вашингтоне с министром финансов США для завершения технических дискуссий. Ожидается, что переговорные группы будут докладывать о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года, чтобы скорее подписать соглашение. В документе также указано, что США уважают обязательства Украины, в частности и те, которые связаны со вступлением страны в ЕС. Новый раунд переговоров. По результатам встречи в Париже представители США, Украины и 3 европейских государств – Великобритании, Германии и Франции – договорились встретиться снова на следующей неделе. На этот раз в Лондоне. Европейские чиновники также хотели выяснить, какие меры рассматривает администрация Трампа в случае отсутствия прогресса со стороны Путина, и стремились подчеркнуть необходимость ужесточения позиции Вашингтона в отношении Москвы, в том числе через введение крупномасштабного пакета санкций, о возможности которого Трамп заявлял ранее. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что одной из тем, которые обсуждались во время переговоров, был американский удар по Кремлю. Европейские чиновники также хотели выяснить, какие меры рассматривает администрация Трампа в случае отсутствия прогресса со стороны Путина, и стремились подчеркнуть необходимость ужесточения позиции Вашингтона в отношении Москвы, в том числе через введение крупномасштабного пакета санкций, о возможности которого Трамп заявлял ранее. Однако на пути к справедливому и прочному миру совместные усилия Европы и Украины могут как раз-таки споткнуться о тонкости американского подхода к решению проблем. Выступая в Париже, после встречи с европейскими и украинскими делегациями, госсекретарь США Рубио заявил, что Трамп по-прежнему заинтересован в соглашении, но у него много других приоритетов в мире. И если в течение нескольких дней усилия американцев по прекращению войны в Украине потерпят неудачу, США просто выйдут из переговоров. Если они серьезно настроены на мир, одна из сторон или обе, мы хотим помочь. Если же этого не произойдет, то мы просто будем двигаться дальше. Проще говоря, посыл Соединенных Штатов теперь звучит так: если вы договоритесь, это наша заслуга. Если нет, то мы умываем руки. Как считаете, выполнит ли Трамп подобный ультиматум и как будут разворачиваться события дальше? Пишите свое мнение в комментариях. Министры европейских стран собираются праздновать 9 мая. Но не День Победы, а День Европы. Встреча запланирована в Киеве. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Министры иностранных дел европейских стран договорились встретиться в Киеве 9 мая. Вы будете там? Я обязательно буду там. Также глава МИД Франции отметил, что 9 мая имеет сакральное значение для режима Путина, поэтому представители ЕС должны выразить солидарность с Украиной. В то же время о своих намерениях посмотреть парад Путина и поддержать Россию уже заявили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Напомню, что недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригрозила последствиями для тех, кто поедет 9 мая в Москву. По ее словам, любое участие в параде или празднование 9 мая в Москве не будут восприниматься легкомысленно с европейской стороны. В частности, с таким призывом Каллас обращалась и к странам-кандидатам ЕС.
После того, как лидер Казахстана Токаев сменил посла в Украине, о чем команда Нехта рассказывала ранее, ему неожиданно позвонил Владимир Путин. В Кремле заявили, что кроме напоминания Токаеву прибыть на торжественное мероприятие в Москву, Путин поделился с президентом Казахстана своей оценкой российско-американских переговоров. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога. Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев. Подписчики из России и Казахстана, как думаете, зачем нужна была подобного рода консультация? И о чем могли говорить Путин с Токаевым помимо заявленных тем? Свои версии пишите в комментариях. Федеральная служба безопасности героически остановила попытку срыва переговоров, которые якобы хотела устроить Украина. На Кубани задержали белоруса, который по версии ФСБ собирал данные о Черноморском флоте и готовил взрыв в Новороссийске. По данным спецслужбы, по заданию куратора, мужчина изъял из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма для подрыва административного здания в Новороссийске. Возбуждено дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 Уголовного кодекса «Приготовление к совершению террористического акта». Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ. На видео, опубликованном ФСБ, задержанный спокойно рассказывает, что связался с СБУ в декабре 2024 года ради легкого и быстрого заработка. По его словам, задание было частью плана украинских спецслужб, чтобы спровоцировать новую эскалацию и сорвать переговоры между Россией, США и Украиной. А как вы считаете, можно ли верить в подобную спецоперацию? Напишите свое мнение в комментарии. На этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными событиями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за ваше доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.